Здравствуйте всем! Отличительной особенностью некоторых ГБЦ грузовых авто есть наличие на их поверхности канавок газового стыка. Они имеют определенную глубину и конфигурацию, и их может быть от 1 до 3. Так вот, после ремонта головки, после обработки плоскости ГБЦ, шлифовки или фрезеровки, глубина этих канавок, естественно, уменьшается и порой существенно. Пренебрегать восстановлением канавок газового стыка не следует, иначе рано или поздно это приведет к неизбежному прогару прокладки. Сегодня в данном ролике я покажу, как мы делаем нарезку газового стыка на головках ЯМЗ 7511. Перед тем, как приступить к измерению глубины канавки газового стыка, очистим ее от возможной грязи. Далее индикатором часового типа с острой иголкой промеряем заводскую глубину всех 3 нарезанных канавок в разных местах. Сначала смотрим на нолик. Нолик у нас имеется. Вот он на плоскости. А теперь пошли на стрелочек. Ну вот, у нас канавка получается где-то 18 сотых. Давай посмотрим вторую канавку. 15 сотых. 2 сотки это. Ну, 16 тогда. Надо его вместе еще классно. Произвели измерения и еще в 2 других местах. И также сделали измерения на других головках. По итогу глубина канавок составила от 13 до 18 сотых. К сожалению, заводских размеров глубины канавок мы не нашли в литературе, поэтому будем ориентироваться на наши измерения и сделаем глубину порядка 20 соток, то есть 0,2. Головки отправили в зону фрезерования, где фрезеровщик Сергей приступил к обработке поверхности. При помощи индикатора он выставляет их по уровню, крепит на станине станка, ну и начинает обработку. Естественно, снимает металл только лишь как чистый. Кроме одной головки, на каждой из них было снято 6 соток, а вот с одной Сергей снял 8 соток. Пока головки фрезеровались, расточник координатно-расточного станка Виталий сделал резец под эту канавку. У нас резца с такой шириной лезвия не было. Ширина жала составляет 5 десятых. Посмотрим, что у нас вышло на той самой головке, которую мы измеряли перед фрезеровкой. Я предварительно на ней сделал метр. В итоге глубина составила от 6 соток до десяток. На этой головке еще как-то примерно одинаковая глубина в разных сторонах. А вот несколько головок были с существенным разбегом по глубине и не только по разным сторонам, но и рядом стоящие. Здесь даже визуально видно, что наружная канавка мельче. Такое ощущение, что изначально их на заводе так нарезали, не выставив по уровню и не соблюдая глубину. Итак, на этой стороне внутренняя канавка 3 сотки, средняя 4 сотки, а вот наружная сотка. Смотрим с другой стороны, с противоположной, все канавки около десятки. Далее Виталий выставляет головку по уровню. Вновь в ход идет индикатор часового типа.
По необходимости расточник подкладывает под нужный угол щуп требуемой толщины. Затем выставляет центр окружности канавки. Вот теперь уже можно приступать и к самому процессу нарезки канавки. Крепит в расточную оправку изготовленный резец. Выставляет лезвие резца четко по канавке. Для этого он прибегает к помощи увеличительного стекла. Для начала Виталий делает канавку, что называется, на касание. Останавливает станок, делает промер 8 соток. Продолжает резать, нужно сделать еще десяточку. Вновь остановка и вновь проверка. Обязательно проконтролируем ноль на индикаторе. Полторы десятки. Ну, конечно же, добавим еще. А, ну да, пускай. Теперь должно быть все четко. Контрольный промер 2 десятки. Померяем еще и здесь. 0, замер 2 десятки. Первая канавка готова. Переходим к следующей. Виталий сдвигает резец к следующей канавке. Также выставляет при помощи увеличительного стекла и режет ее. Вот таким нехитрым образом расточник нарезает канавки на всех головках. А у меня на этом для вас все. Оставляйте комментарии, задавайте вопрос, помогите каналу донатом, отвечу на него, и без аварийных вам поездок.